Не человек для удара, оверхенд, а удар для человека. Полу снизу, полу сбоку. Дело в том, что в боксе всего лишь 2 удара. Ай, сверху, вот такие крюки. Это что у нас получается, апперкот или хук? Хрен его знает. Должно быть все просто, примитивно, как в дзене. Пукан-хукан у вас всех порвется. Ребят, всем привет, Макс Степанов снова с вами. И сегодня я вам расскажу, что бокс это, самое офигенное боевое искусство для самообороны в том числе. Потому что оно как бы простое, это боевое искусство. То есть бокс настолько как бы элементарный, если смотреть на него поверхностно таким взглядом, то бокс кажется очень простым. Помните, я вам сказал, да, 3 плюса бокса, то что там плечо защищает во время атаки вашу челюсть, то что удар удлиняется, то что удар становится тяжелее, потому что плечами идет работа в боксе. А вот вам еще один плюсик бокса для самообороны. Сенсационное заявление сделали ученые на прошлой неделе. Дело в том, что в боксе всего лишь 2 удара. То есть всяких разных там мудилков, которые не могут понимать обобщение и не могут абстрагироваться каких-то вещей. Тех сразу, идите в баню, лесом, там вот вам прямой дорожкой туда. Через опушку, вот, да. И не выеживайтесь. Типа удары разные, и кросс, типа это не прямой удар, а это, какой-то еще удар. И, такой свинг еще есть. Короче говоря, ребят, вы ищете различия, как в детском садике. То есть для детского возраста хорошо есть какие-то различия. Это мальчик, это девочка, у них разные письки, поэтому туда-сюда, это налево, это направо. Но, когда вы уже взрослый человек, опытный, матерый, многое повидали, вы начинаете тогда искать кайф в том, чтобы найти что-то общее, чтобы найти какие-то схожие универсальные принципы, которые объединяют людей, объединяют эти вещи, понимаете? Не самооборона для женщин отдельно и самооборона для мужчин отдельно, а вообще просто для живого человека самооборона. Поэтому обобщаем, абстрагируемся, и вот вам общий принцип. В боксе всего лишь 2 удара. Это удар прямой рукой, причем неважно, горизонтальным кулаком или вертикальным кулаком. Это один и тот же удар прямой рукой. А второй удар, это удар согнутой рукой. Чаще всего это угол где-то 90 градусов, чтобы можно было этим углом бить уголком снизу и сбоку. Это такие основные траектории, которые известны как апперкот и хук. Видите, апперкот, хук. Если апперкот идет в вертикальной плоскости, то хук идет в горизонтальной плоскости. Но по факту, если немножко мозгами так чуть-чуть поработать, мы видим один и тот же удар просто в разных плоскостях. Это же все относительно, друзья мои. Причем этот же апперкот может быть не чисто апперкотом и не чисто хуком, а что-то среднее, смотрите, под 45 градусов, если я его закидываю, я не знаю, как по циферблату, здесь 6 часов, а здесь 3 часа. А здесь сколько будет? 4,5, да, полпятого, Вот вы закидываете. Это что у нас получается, апперкот или хук? Хрен его знает, да? Или смотрите, вот хук параллельно, да, на 3 часа и на 9 часов. А вот вам такой ударчик. А? Не видали? Overhand, big right hand, да, вот он пошел удар. Тот же самый крюк, только я его закидываю немножко сверху, вот отсюда. Поскольку на 10:30, на 10:30, да? Вот я отсюда закидываю здесь, или на 1:30. Рука согнутая. Теперь, как бьются эти удары? Тоже элементарно. Они все бьются, ребята, за счет скручивания туловища, скручивания бедер. Вот таким вот образом. Туловищем вращаем, бедрами вращаем, плечами вращаем. Но этот крючочек мы просто цепляем отсюда, знаете как это? Винтиком завинчиваем. На заводе нам изготовили такую заготовочку металлическую в виде уголка 90 градусов. Такая заготовка по ГОСТу 90 градусов. Мы эту хреновинку прицепили сюда к плечу на шарнире, на подвижном таком на основании. И все. И вот у нас этот уголочек работает. Покидали снизу, на левой ноге покидали, смотрите. На правой ноге покидали. То же самое, видите? На 2 ногах покидали. То есть бьем ногами, бьем телом, а уголочек болтается. Если вам нужно ударить вертикально, голова так открылась у товарища, да? И вот здесь есть дыра, куда можно зайти кулачком. То вы этот уголочек закидываете в виде апперкота, пусть он называется апперкотом. Вот такой уголок. Если голова открылась здесь, сбоку, то мы этот уголочек что делаем? Подбрасываем немножко в сторону. Оп! И телом, плечами докручиваем. Получается уголочек. Разницы никакой. В это трудно поверить, но мы даже не представляем, насколько мы с вами правы. Обратите внимание, я когда бью апперкот, ладонь смотрит на меня. Когда бью хук сбоку, ладонь также смотрит. Чем меньше движений в системе, вот этих вот элементов меняющихся, тем эта система более надежна. То есть вот этот уголок вообще никак не меняется.
Нигде не подворачивается, не заворачивается. И нет такой как бы опасной ситуации для запястья, например, когда вот так вот вы бьете. Но об этом я расскажу в следующем видео. Как надо бить хук, точно, Макс. Я придумал отличную тему для другого видео. Хайповая, все будут там, пукан разорвется сразу, бам, бомбить. Хукан разорвется. Как? Хукан разорвется. Почему хукан? Точно. Хукан у вас всех порвется. У этих мозгофакеров, которые, ну вот эти вот, как их там Иисус Христос называл? Фарисеевы, лицемеры. Ну или вот такая ситуация, идете вы, а навстречу вам один человек, а сзади еще один человек. Итак, подвожу итог этому, так сказать, философскому, спортивному, боксерскому видео. 2 удара в боксе. Прямой удар. Или так. Или так. Видите, рука выпрямляется в локте. Прямой удар, по любасу. Хоть так, вот дедок. И кривой удар, как я его называю. Удар согнутой рукой. Когда рука в локте ставит, не выпрямляется. А частая ошибка, кстати, у новичков, когда бьют боковой удар. Они начинают это... выпрямлять руку в локте. Все уже, ребята. У вас заготовочка, методичка какая есть, такая есть. И вы этой заготовочкой пользуетесь. Под любым углом бьете. Снизу, сбоку, полуснизу, полусбоку. И сверху. Вот такие крюки. Только угол тела меняете, видите? И все. То есть, если я хочу ударить снизу, я сюда вот тело наклоню. И плечами, кстати, движение такое сделаю. Тык. Или сюда. Тык. После уклона даже можно. Уклон сделается. Вот если мне нужно ударить параллельно полу, плечи скручу, и вот, оп, уголочек полетел. Если мне нужно ударить сверху, вот такой наклончик я делаю, оп, и сверху, раз, оба-на, оверхенд. И, кстати, их можно связать с апперкотом снизу и с таким вот оверхендом сверху. Уклон сделали, подцепили голову, чтобы она вышла из защиты. Хач, ту, сверху забили. Та. То есть, ребята, не удар для человека. Стоп, наоборот. Это я соврал, это вырежу. Не человек для удара, а удар для человека. Поэтому не заморачивайте себе голову, там, считайте сотни миллионов техник. Такой удар, такой удар, такой удар. Это все детский сад, ребята. Это все упрощать надо, упрощать. Должно быть все просто, примитивно, как в дзене. Сначала я увидел горы, прошло время, и эти горы показались мне хрен знает чем, все стало сложно. А потом я снова увидел горы, они простые, понимаете, также удары, они должны быть простые. Поначалу кажется просто, потом вы начинаете видеть различия. Ой, это вот такой удар, здесь вот такой удар, разные стили, это тэквондо, карате, бокс, еще чего-то. А потом вы начинаете видеть, что все это одно и то же, одно целое, единое. Путь кулака. Ну, скажем так, да, что-нибудь. Поэтому с вами был Макс Степанов. Любви вам, добра, счастья и дай вам Бог. Ну, не применять вот это вот боевое искусство, которое я вам от души, так сказать, от сердца даю. До свидания. Был ли шанс избежать нокаута? И как действовать в подобной ситуации?